Всем хай, друзья! Как всегда, с вами Антон. Сегодня я расскажу про самую новую информацию по поводу BioShock. Усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Ах да, ну и не забудь подписаться. Что ж, сегодня мы затронем несколько интересных тем. И первое, что хотелось бы вам рассказать, это то, что у компаний-разработчиков возникло много проблем, которые не дают им нормально разрабатывать игру дальше. Некий аккаунт инсайдера, который называется OopsLeaks, когда-то уже рассказывал подробности об игре, но после чего различные новости по поводу нового BioShock перестали выходить. И только сейчас от этого самого OopsLeaks мы получаем как раз таки эту новость. Если говорить в общем, какая же проблема у команды разработчиков, то это потеря кадров. Студию покинуло примерно 40 сотрудников, включая даже особенно важных сотрудников. Кто-то из этих всех людей ушел просто по своей воле, но кого-то заставили. И я думаю, что сейчас вы задаетесь вопросом, почему же люди уходят из компании? А все из-за недовольства издателя. Издатель этой игры недоволен результатами работы, а также темпами разработки. OopsLeaks называет это реструктуризацией, пересборкой и настройкой разработчиков. Данный датамайнер не считает это все каким-то жестким адом, а как я и сказал, просто настройкой сотрудников. На самом деле, помимо этого датамайнера, существует еще очень много людей, которые выдвигали свои интересные новости и свои интересные плюшки по поводу BioShock. Но я считаю, что эта информация более вероятна на данный момент. У студии есть сразу два офиса в Новато и Монреале, а сама студия, как мы знаем, называется Cloud Chamber. Пока что студия разработчиков ни разу не выдвигала какой-то официальной информации по поводу новой части BioShock. И пока неизвестно, будет ли это прямое продолжение игры. Но то, что мы уже точно должны знать, это то, что Netflix собираются выпустить фильм по мотивам BioShock. Подробностей об адаптации пока что нету, но судя по всему, экранизировать собираются первую часть серии. Ну, это логично, потому что второй еще нет и никакой информации про нее также нет. Аккаунт под названием Netflix Geek 15 февраля, то есть вчера, выпустил новость по этому поводу и представил какую-то картинку в виде постера. Помимо этого, сверху написав "We all make choices, but in the end our choices make us". Если переводить дословно, то здесь написано о том, что мы делаем выбор, но в конце наш выбор делает нас. Как вы думаете, что это значит? Напишите в комментарии. А если прочесть чуть ниже, то там будет как раз таки написано Netflix плюс BioShock, после чего также интересная фраза "Would you kindly stay tuned?", что переводится как "Можете ли вы оставаться с нами?" Или же "Будьте любезны, сможете ли вы оставаться в курсе событий?". В комментариях тот же самый создатель этого поста написал то, что Netflix, 2K и Take-Two Interactive все вместе сотрудничают для создания этой экранизации. Сказать, что прямо на все 100% данный фильм появится, я пока что не могу. Ну а что скажете вы? Хотите ли вы посмотреть такой фильм? В заключение данного ролика я хотел бы поговорить немножко снова же про новую игру. А если бы точнее, то про то, что же там будет. Уж ранее упоминалось о том, что в игре будет открытый мир и побочные задания. Будет продуманная система городской толпы, а также в общем ИИ. Вообще, по данным с форумов, в основе находится движок Unreal Engine 4. Что ж, друзья, пока что ответить точно на вопрос, когда же выйдет BioShock новая часть, просто нельзя. Все потому, что, как я и сказал, у компании разработчиков проблемы, их нужно решить, а это тоже время. Зная, что игра сейчас находится на ранней стадии разработки, то скорее всего нам придется подождать еще пару лет. Единственное, что официально выдвинуто, это то, что возможно мы увидим фильм. Что ж, друзья, нам остается ждать новых сливов от датамайнеров, а также возможно официальных новостей от разработчиков. А на этом видео подходит к концу. Поставь лайк, если тебе оно понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Я стараюсь выпускать видео ради вас, поэтому поддержите меня подпиской, если вы все еще этого не сделали. До встречи в новых видосах. Бай-бай.